Вы на канале «Это вкусно». Сегодня приготовим мясной террин. Это блюдо напоминает мясной паштет или рулет в форме хлеба. Готовить его можно и с овощами, и с ягодами, и с орехами, и с любым мясом. Я же сегодня приготовлю террин из свинины и курицы с вялеными сливами и фисташками. И мне понадобится 600 граммов свинины, 200 граммов куриного филе, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 150 мл сливок, 20 мл коньяка, 100 граммов вяленой сливы или чернослива, 50 граммов фисташек, 12 граммов соли, смесь перцев и тимьян. Лук в террине я использую пассерованный, поэтому начну приготовление с него. Нарезаю его крупной соломкой, можно кубиками, это не имеет значения. Можно, конечно, добавлять и сырой лук, измельченный в блендере или на мясорубке, но мне больше нравится, когда лук уже готовый, у террина тогда совсем другой вкус. Чеснок тоже нарезаю крупно. Разогреваю в сковороде растительное масло. Выкладываю лук и на небольшой мощности довожу его до прозрачности. Затем добавляю чеснок и готовлю еще 2-3 минуты. Затем остужаю. Теперь мясо. У меня сегодня свинина и курица. Куриное филе я нарезаю кубиками. Мясо для террина можно использовать любое и в различных сочетаниях. Но если будете готовить из курицы, то старайтесь кроме филе использовать мясо с бедрышек, чтобы террин не получился суховатым. Кстати, у меня на канале есть еще рецепт приготовления террина из курицы. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Свинину перемалываю на мясорубке. Сюда же отправляю остывший лук и чеснок и тоже перемалываю. К фаршу добавляю нарезанную курицу и перемешиваю. Теперь специи: соль, смесь перцев и тимьян. Добавляю немного коньяка для аромата, но это, конечно же, по желанию, можно обойтись и без него. И вливаю сливки. Чем жирнее, тем лучше, но это тоже не критично. Хорошенько перемешиваю фарш. На данном этапе всю эту смесь нужно либо хорошо отбить руками, либо перемешать при помощи миксера. Я решила воспользоваться комбайном. При помощи насадки крюк перемешиваю фарш в течение 3-5 минут. Готово! Осталось добавить вяленые сливы и фисташки. Сливы я готовила сама, и у меня на канале есть рецепт. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Нарезаю их маленькими кусочками. Вместо вяленых слив можно использовать вяленые помидоры. У меня на канале есть рецепт. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Отлично подойдет также чернослив, курага или вяленая клюква. Фисташки у меня уже готовые, очищенные и поджаренные. Фисташки тоже можно заменить любыми орешками или орехи вообще исключить. Отправляю сливы и фисташки в фарш и перемешиваю, чтобы они равномерно распределились. Беру свою посуду для террина. Хорошенько смазываю ее растительным маслом. Выкладываю часть фарша и плотно утрамбовываю, чтобы не оставалось пустот.
Затем выкладываю остальное и также утрамбовываю. Накрываю форму фольгой и ставлю в емкость побольше. Готовить терин я буду на водяной бане. Наливаю кипяток так, чтобы он покрывал форму с терином на 2/3. Аккуратно переношу всю конструкцию в духовку, разогретую до 160 градусов, и буду выпекать 1,5–2 часа. Во многом это зависит от размера формы, в которой выпекается терин. Через 1,5 часа я снимаю фольгу с терина, увеличиваю температуру до 200 градусов и даю терину еще 15 минут подрумяниться. Готово! Достаю терин. Посмотрите, сколько сока. Я его не сливаю. Прямо сейчас еще горячий терин накрываю плотной плоской крышкой. У меня это очень плотный картон, завернутый в фольгу. И ставлю сверху какой-нибудь пресс. В моем случае это литровая бутылка с водой. Даю всей этой конструкции остыть при комнатной температуре, а затем отправляю в холодильник на 3–4 часа. Ну, конечно, в идеале на ночь. Прошла ночь. Посмотрите, практически весь сок впитался в терин. Теперь его нужно достать из формы. Накрываю его тарелкой и переворачиваю. Лишний сок сверху можно удалить при помощи бумажного полотенца. Давайте нарезать. Вот такой терин получается в разрезе. Он очень сочный, ароматный и вкусный. Мои любимые рецепты холодных закусок смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.